Командование сказало эту высоту удержать любой ценой. Мы затихли там в этой норе, нам дали 10 секунд на размышление или забрасывают гранатами. На расстрелы возили, чтобы подбить на сотрудничество с ними. Задавал им вопрос, говорю, а что, выбор именно на мне пал? Во-первых, ты местный, из Чернигова. Ты сидевший, говорит, ты выпутаешься с любой ситуации. Ви в в'язниці скільки пробули часу? 4 года. Я отбывал наказание в АИК-25, Харьковское управление, самая жесткая зона в Украине. Ви можете порівняти ставлення в Україні і на Росії? Это детский сад по сравнению с тем содержанием, что было там. Когда я на растяжке стоял, он заметил вот этот перстень на пальце. И он, так ты сидевший. О, блин. И вообще, понеслась, короче. Дуже важливе стратегічне місце – це фактично висоти, в'їзд у Чернігів. Якщо вони падають, то російські війська могли потрапити у саме місто. Олександра та його побратимів тут нещадно крили, росіяни з усього, що можна було. Ось це цивільні об'єкти, гаражі. Люди тут, видно, що навіть проживали у ямі, готували їжу, мангал. Хтось не встиг, залишив навічно в гаражі свої автомобілі. Не шкодувалося абсолютно нічого. Олександр і ще 3 його побратими лишилися на цих позиціях до останнього. Їм прямо сказали, що шанси вижити тут абсолютно мізерні. Вони фактично були як смертники. Высота была очень важная, и вплоть до того, что нам говорили, командование сказало, эту высоту удержать любой ценой. У вас по факту тут по бокам гори, там велике поле, ось то вже в'їзд в Чернігів. Да, это уже в'їзд в Чернігів. Якщо падаєте ви, по факту заходять у місто. Так, в принципе, оно так и было. Тогда, когда мы попали в плен, тогда сделали прорыв. В живых с этой позиции осталось только 4 человека, которые попали в плен. То есть все остальные пацаны, конечно, к сожалению, поумирали. 3 человека с пулеметчиков, которые перед нами стояли, там еще 3 было живых, и они, в принципе, на наших глазах их добивали. Там был такой старший группы варяг. И когда кто-то с их группы спросил, что с пулеметом, мол, с этими делать, он говорит, да, что добиваем, да и все, что с ними возиться, И, так мы пошли тогда. Он говорит, не, говорит, я сам все это дело сделаю, то есть он сам лично, в упор расстрелял их, короче. Варяг – це той, що з ДНР, з ним є відео в Ютубі. Да, это тот же самый, одно и то же лицо. Это тот же самый человек, который, вот это видео было, когда вагнеры сняли, что пацану голову отрезали. И там в конце видео был такой, один с них обратился к нему, что, варяг, мы заканчиваем, съемку. То есть, это был конкретный факт, что по голосу я узнал, что это 100% он был. И плюс еще подтверждение того, что назвали позывной. В принципе, это было подтверждение, что это было один и тот же человек, что и нас брали в плен. Он еще тогда постоянно акцент ставил, запомните позывной «Варяг». И вы еще, говорит, будете благодарить Бога, что мы вас оставили живыми. В принципе, после того видео с отрезанием головы, я реально понял, что да. Когда они к нам подошли, они взяли нас в кольцо полностью. И 2 с моей группы были в одном окопе, в основном, который как раз на этой высоте, и просматривалась дорога. А рядом был там, не окоп, а такой, как нора.
Там буквально 2 человека так, ну, еле-еле туда влазили, она была накрыта. Это, ну, мы специально сделали, чтобы там передохнуть, там чаю попить, согреться как-нибудь там. То есть она полностью крытая, то есть ее ни с дронов не было видно, ничего. И мы с напарником были вот в этой норе. То есть пацанов, когда уже взяли, мы уже поняли, что, ну, что произошло. Мы затихли там в этой норе. И тогда ну, засунули автомат в этот лаз, куда залазить. Ну, спросили там, есть кто-нибудь, нету. Ну, мы затихли, думали, ну, мало ли, а вдруг пронесет, типа того. И он, короче, сделал очередь прямо туда в нору, и напарника моего чуть-чуть зацепило. Он ойкнул. Ну и, в принципе, все. Нам дали 10 секунд на размышление или забрасывают гранатами. Це звільняли звичайні цивільні будинки, двір людей був, мангал. Да, вот здесь был дом. От все, що лишилось. Як так вийшло, що ваша група, вона розділилася, лишилося 4 людини, по факту, серед яких були ви, і це були, ну, смертники. У нас закончилась вода вообще, ну, и ни питьевой, ни технической не было. И мы в один момент, там чуть такое затишье между обстрелами было, с командиром прорвались в направлении, там где штаб у нас был. И мы когда ехали, то, ну, смотрим, как бы одного блокпоста нету, второй блокпост тоже снялся. Подъезжаем там, где штаб должен был, штаба тоже нету, то есть все снялись. Лишились мы, тільки ви. Да, и мы просто понимаем, что, ну, все, ну, то есть тут только мы остались. И когда мы, ну, все-таки мы поехали, у меня дома набрали воды, вернулись назад, ну, и командир тогда говорит, Саня, только, ну, молчи, потому что, блин, сейчас паника начнется. И тогда командир принял решение, блин, основную группу вывести вглубь города, но поставленная задача все равно должна была выполнена. Як визначали тих, хто піде? Вони самі всі сказали, що ми готові, чи якось, не знаю, сірники Там витягували? два человека еще помимо этих пацанов согласилось, но командир сам сказал, что не, вы не пойдете. Ну, то есть, как потом объясняли нашим женам, ну, в принципе, оставили самых таких, ну, типа, ответственных. Хотя на тот момент я, ну, больше всех понимал с этой группы, что, ну, за нами уже никого нету, и прикрытие, блин, ну, вообще ноль. То есть это так, на авось. Или успеют наши подойти, или что-то там принять какое-то решение, или, ну, в результате получилось, что не успели. Раз один был такой момент, когда, ну, начался обстрел, мы там попрятались в блиндаж, я как раз заварил только кофе, только поднимаю чашку, слышим самолет. Бу-бу, блин, второй. Бу-бу. И получается, вот эти бревна, которые на блиндаже так поднялись, мне кусок земли в эту чашку ляп, я, блин, сука. Кофе не дали попить, пидорасы. Зашел танчик, выстрел, и мы растянулись там по всему окопу. Ну и пацаны уже до такой степени расслабились, что, блин, взяли, блин, толпа, короче, скучковалась в этом месте, блин. И как раз в это место прилет этот. Короче, 2 пацана. Вообще разорвало их там, блин, ну, в мясо, блин. 2 оторвало ноги, блин.
одного пацана там 20, молодой, блин, 23 года, блин, завалило, короче, бревнами, там, досками, ну, короче, ну, сильно привалило его. Мы его там, долго мы его вытаскивали, я там орал, там, как дурной, блин. Ну, все равно, а он, я над ним стою, там, пытаемся эти бревна подтягивать, короче, а он вот это смотрит на меня непрерывным взглядом. Я, блин, я не знаю, мне этот взгляд, наверное, будет всю жизнь, блин, сопровождать, потому что, блин, я ему кричу, блин, малой, держись, бля, я по-любому тебя вытащу. И мы, короче, там, ну, всеми силами, короче, кое-как его вытащили, блин. У него там, ну, под одежками не было видно, блин, там, ранение вроде бы как это, ну, по крайней мере, на ощупь, там, ноги побитые, ну, поломанные, там, вообще жестко были. Руки то же самое. Ну, мы там поперетягивали, перевязки подделали кое-как. Я смотрю, у него шапка, короче, ну и так на голове, короче, в шапке, ну, мокреет что-то. Я приподнимаю шапку, у него, короче, кусок черепа оторвало, блин. И, ну, видно мозги, короче, все полностью. Я, блин, с таким никогда не сталкивался. Ну, а він в хрен его свідомості, знает, так? что это. А він в свідомості в цей час? Ну да, он смотрит на меня, все. И я тогда думаю, блин, да, ну, я ни хрена не сделаю. Я так аккуратненько шапку назад, так фук, просто повязку положил, легонечко ее просто зафиксировал, чтобы она не сползала. Ну, чтобы было видимо, что там что-то есть, когда его привезут в больницу уже. Короче, мы вытащили его, потом... І він, зрештою, вижив. Он прожил 3 месяца. Ви чули отут ще в Чернігівщині розмови окупантів між собою, про що вони говорили, які взагалі в них стосунки? Тому що Нуля розказував, що вони ж думали, що це все буде так максимально швидко, день-два, і ми все зробимо, зараз накажемо і все. Они вот, когда в Вишневом меня уже допрашивали, они все ставили акцент, блин, где тут наемники, блин, в каких гостиницах, там, какие войска здесь, какие там, блин, ну, националисты там, или там правый сектор, например, или, блин, там азовцы, кто тут есть? Я говорю, да нету тут никого. Они, в смысле нету никого? Да с кем мы воюем? Я говорю, блин, с мирным населением. Ну, а по факту, в принципе, только, ну, город выстоял только из-за того, что мирное население пошло, блин, воевать. Те, что не пошли воевать, те, блин, полностью работали, блин, на нас. Во всех отношениях. И кормежка, шмотки, блин, медицина, там, все что угодно. Ну, по факту, якихось фортифікацій тут потужних нічого не було, вистояло все Нет, это, чисто на людях. Да, это в принципе, ну, вот, это вот строилось все буквально, блин, под обстрелами. Мы вот тут, на вот этой позиции, блин, там у нас окопы были, мы сюда заехали 3 марта я призвался, и в тот же день мы заехали сюда на позицию. То есть, ну, мы в чем были, кто в кедах, кто в кроссовках, кто в чем попало. Угу. Нам дали оружие, ни броников, ни касок, ни хрена у нас не было. Звісно, зараз забезпечення на іншому рівні, але завжди хочеться кращого. Наші військові варті найкрутішого спорядження, бо це їхній комфорт та безпека. Якщо ви хочете бути одягнені за стандартами країн НАТО, вам сюди. Абрамс – це офіційний партнер топ-брендів із США та Європи. Тут є увесь екіп передових армій світу. Лише оригінальна та професійна продукція, яка додасть упевненості у найвідповідальніший момент. Хлопці почали працювати ще з 2011 року. Їхній перший магазин виглядав так. Непогано прокачалися. Але головне – це їх досвід. Тут першими в Україні з'явився турнікет та військова термобілизна, коли ще взагалі не було особливого розуміння, що це таке. В Абрамс стежать за тим, щоб українські військові мали доступ до найкращих світових зразків одягу та спорядження. Вибір максимально широкий, починаючи від американського військового взуття Бельвіль, бренд, який з'явився ще до Першої світової і досі є найпопулярнішим у армії США. До крутих дрібниць, як, наприклад, цей гідратор Source, який використовується ізраїльською армією. У спеку під час фізичних навантажень організм потребує до 10 літрів води. З гідратором не треба зупинятися, шукати пляшки з водою. Усе максимально оперативно і зручно. Свіжа прохолодна вода у тебе під рукою. Дбайте про себе разом з Абрамс та використовуйте лише найкраще спорядження. Посилання залишаю в описі до цього відео.
Вирушаємо до місця, де тримали українських полонених. Це менше години від Чернігова. Бездоріжжя, ангари і якась гнітюча атмосфера. Интересно было бы вспомнить именно так, как нас заводили. Это где-то вот тут, по идее, нас выгружали. Вот если по памяти, то как нас вели направо. И выходит вот тут получается сейчас ступенька будет. Что говорили, ногу поднимай. О, она. Сюда. Тут направо поворачивали. И тут, да, вот эта вот дверь, там где нам... Тут вас тримали. Да, тут, нет, тут нас не тримали, тут, пытали нас. То есть именно вот в этом, сейчас гляну, так... Да, 100% вот это помещение. Взагалі малесенькі. Це якась роздягальня чи що це? Хрен это непонятно. И вот тут вот это первый допрос. Но нас по одному заводили, то есть одного, остальные лежали, одного заводили, били. Ще якась молитва тут лишилась. Да кто его знает. Чи после них, чи непонятно от кого. Вот тут били, и жестко били тут, конечно, Били, допрос сделали, Потом опять завязывали глаза, то есть одевались назад, завязывали опять глаза. И уже вот, это, кстати, ступеньки, да, вот по этим, что тут выходили, получается, и сразу, то есть, аккуратно, типа ступенька. И уже на ощупь, короче, ловили ступеньки. Таким образом тоже вели вот, как если по памяти вспоминать, то прямо, потом где-то, вот это вот получается, да, вот тут поворот у нас был. И Скільки опять, у вас було людей? нас 4 тогда привезли, вот это, что мы в плен попали вчетвером. І до вас тут вже були люди теж? Да, то есть уже на тот момент тут были. И, кстати, вот тут возле этого помещения, сильно трупами воняло. Я в этом селе вот это первый раз, когда в плен попал, вот это второй раз сюда приехал. Да, 100% вот это. Да, вот это помещение. Только мне что-то казалось, что то ли куска крыши не было, то ли... Наверное, вот это с этих дырок на нас лилось, И там, наверное, крыша дырявая капала, потому что капала постоянно. Где-то вот в этом углу я сидел. Да, вот это вот место, как раз получается, вот я сидел, и что вот эта ямка была, и с этой стороны вот это вот, что я постоянно тут спотыкался. Це була зима, по-перше, холодно. Зараз на Да, вулиці щас- спекотно. І тут прохолодно тут відчувається. холодно. Вітер, сквозняк. Тут дубняк такой был, что караул. И мы и днем, и ночью круглосуточно на этих плитах. Это чтоб, так-то нам не было видно, сколько у нас тут, сколько нас держали. Чтобы так понимать, вот сейчас вот, вот мы сидели вот здесь, получается, где-то вот тут, наверное, выходит, сидел я, и вот так вот плотненько нас даже другой раз подвигали, чтобы типа давай плотнее сдвинулись, чтобы места больше было. И вот так вот по подстенкой полностью мы все сидели. Вот туда мы ходили в туалет.
туда или иногда сюда. То есть получалось, вот тут мы сидели, вот тут Коля, напарник мой с краю лежал. И буквально, то есть когда говорили сюда идти в туалет, то я, получается, поднимаюсь. Ну, один меня держит, типа, как направляет, куда идти. То есть, получается, подходишь, я буквально там, шаги коротенькие же делали, чтобы не споткнуться. И получается, где-то шагал, и где-то вот тут уже я упирался в Колины ноги. И выходит, получается, вот в этот угол мы ссали, короче, практически, под себя. То есть, Тут в туалет, тут уже нап- сидять. Да. Ви тут скільки днів пробули? 3 недели. За 3 тижні вас годували хоч чимось? На протяжении всего времени, получается, 5 последних дней нас вообще не кормили. А до этого раза 4, наверное. Где-то так, плюс-минус. И то это был поднос, прямо на поднос, наложенная там каша, 1 ложка, то есть до одного подошли, ты там 4 ложки съел, вот эти пластиковые ложки, 4 ложки съел, все, хорош, до другого, чтобы остальным хватило. Вот вся еда. Це чисто, щоб То ти есть, не вмер з получается, голоду і все. Да, я удивлялся всегда человеческому организму, что вот здесь не было такого чувства голода, как в плену. То есть, как уже там, в лагерях. Потому что мы тут понимали, что, неоткуда взять его. И никто нам не даст. То есть, вот эта группа, кормила нас группа только та, которая перевозила уже на территорию России. То есть, если они кого-то собирали и увозили, то это мы знали, что там 2-3 суток нас вообще кормить ничем не будет. Это максимум, что можно было, и то это на страх и риск. Я там уже, потому что основная масса пацанов побаивалась. А я не знаю, как то ли получалось у меня, то ли хрен его знает. Я, короче, так потихоньку, аккуратненько, осторожненько, там, чтобы ничего лишнего не сказать, не дай бог, чтобы не спровоцировать, короче. Просил, там, можно там, не покушать там, например, а там можно галетину одну. И там бывало, там, другой раз подойдет, там, например, одну даст, другой раз там подойдет. Це шматочок печива просто вам давали? Печенюшка вот эта вот, без ничего абсолютно. Она не сладкая, никакая. Вот такого размера, где-то 5 на 5, где-то приблизительно. И, когда давали там, некоторые попадали, что там штук 5 дают галетин, то у меня сейчас слюна проглотилась, насколько она вкусная была тогда, мне казалось, вспомнил, капец. И если штук 5 давали, то старались там как-то там тихонько там передать там соседям, чтобы они попробовали. И когда уже, например, мне давали, и, меня никто там не бил за это, так тогда уже бывало, что пацаны там, осмелевали, типа, а мне можно, а мне можно. И там бывало, что там 2-3 даст, на 4-м, типа, вы что тут охуели вообще, вам что тут, ресторан или что? Кілька разів на тиждень Олександра вивозили на розстріли, ставили на коліна біля якоїсь водойми і стріляли біля голови. Намагалися змусити працювати на росіян. Только я не мог представить, каким это образом они там представляли все это, как оно должно было выглядеть. Я задавал им вопрос, говорю, а что, выбор именно на мне пал. Один из этих, кто допрашивал, так объяснил таким этим, что, во-первых, ты местный, из Чернигова, во-вторых, у тебя есть автомобиль, и ты знаешь полностью, все дороги и все. И в-третьих, говорит, ты сидевший, говорит, ты выпутаешься с любой ситуации, в таком плане. Я у него спрашиваю, да как вы представляете, а как я, вообще в город попаду? Он говорит, мол, мы тебя там довезем, куда там сможем, потом ты там сам как-нибудь там доберешься в город, а там уже придумаешь историю, как отмазаться, типа, что ты, не работаешь на нас. Там. Угу. Що вони хотіли, щоб ви робили? Чтобы работал на них и сдавал позиции там в таком плане. Я у них спрашивал, так а каким образом я буду передавать информацию вам?
Она говорит, у нас там есть люди наши, и, ну, они будут выходить на тебя, и таким образом, как бы, то есть, ну, насколько я понимаю, у них действительно там кто-то работал на них. Дали они мне, типа, время на размышление, то он, типа, как бы должен был подходить ко мне, спрашивать, типа, как у тебя дела, и, типа, если я говорю, что плохо, то он меня ведет к этим же, ну, и, ну, типа, у меня какая-то информация для них есть. Ну, я, короче, тянул время, тянул. И потом, когда уже осложнение с ногами пошло, что, ну, я уже практически на ноги становиться не мог. И ну, я так думаю, что они, наверное, уже начали терять интерес, потому что, ну, видели и понимали то, что, ну, толку от меня будет мало. И на тот момент уже они перестали меня вывозить. Потом, когда наших с градов накрыли, здесь, ну, вот эти позиции, там много 200-х у них было, там прилетела толпа к нам туда, там, где нас держали, короче, там, ну, на тот момент я думал, нас реально сейчас расстреляют просто-напросто и все. Да и, ну, все пацаны так считали, что... Единственное, что нас тогда уже, я так понимаю, что спасло, это то, что на тот момент находилась здесь та группа, которая вывозила в Россию, и они сказали, какой нахер расстрелять, ну, по ним все бумаги уже там, в России. Угу. Вас просто врятувало те, що були документи по вам. Да, то есть, ну, как они называли, уже на большой земле. Ви думали якось обманути росіян, сказати, що ви будете працювати і потім потрапити додому? Да, у меня были мысли в этом плане, то есть я уже думал, что, ну, если не будет никаких, ну, других вариантов, то первое, что мне пришло в голову, это то, что на тот момент, пока еще мы были на позициях, мы не могли определить место, где они прячут технику возле Березанки там. Ну, так как я уже там побывал и уже знал, где они точно прячут ее, то есть у меня была мысль попасть, ну, если получится так, попасть в город, добраться, ну, выйти на своих, сдать позицию вот эту там, где они находились, ну, а там уже как со мной решили мои поступать, то есть, ну, там уже... В принципе, на тот момент мне было по барабану, мне более важно было сдать позиции, чтобы, ну, как бы их накрыли просто-напросто, ну, точным огнем. Да, это их ремень. Возможно, просто наручников не хватало, так, может, связывали кого-то ремнем. У меня тут на руках тогда еще жена рассказывала, дочка когда-то проснулась ночью, короче, и на взрыв начала плакать, короче, там, даже типа, ну, что случилось, что такое, блин. Она говорит, мне папа, у папы ручка, там, с ручкой что-то у папы. А ей сон приснился, что у меня что-то, ну, с рукой что-то не так. А на тот момент, короче, мы, то есть нас привезли, вот, браслеты, и вот это все 3 недели, ну, они не снимались. И то есть, а мне еще попались старые какие-то уже ушатанные браслеты, блин. И получается, чуть-чуть где-то там, ну, задремал, там, что-то где-то, ну, там, ну, надавил, блин, оно класс. Да, И и зажимало гуще. до такой степени, что, блин, руки аж синели, блин. И оно вот тут он, да, шрамы еще такие кое-где пооставались, вот здесь вот был. Вот здесь где-то был, а вот он такой глубокий. Тут то же самое, где-то вот он. Ну, короче, блин, прям до кости, короче, дыры были. Там, караул. И другой раз попадались, ну, в основном вот эти, которые вывозили, вот эта группа, которая вывозила уже в Россию, так, когда они приезжали, так можно было там попросить, там, он еще ложки, блин, валяются. Походу, те, что нас кормили ими. То есть, вот это вот 4 ложки на человека. Це норма на кілька днів. Да. Это, ну, раз в 3-4 дня получалось. 4 вот таких ложки. До полону ви скільки важили? В районе 70. А приїхали?
55. Ви сказали, що у вас є татуювання. Що вони означають? Да, ну это ошибки молодости. Здесь у меня волк. Это, ну, типа как в зоне называется отрицалово. То есть тот, кто не поддерживает режим, содержание там, и так далее. То есть, ну, тот, кто против сотрудничества там, с сотрудниками колонии, там, короче, поддерживают типа воровскую масть. Ну, в таком плане. Ви в в'язниці скільки пробули часу? 4 года За що? за кражи. Ну, как-то и молодости, 90-е годы, блин, да и просто глупость, блин, юношеская вот это. Ви в Україні у в'язниці в яких роках сиділи? 2004 и по 2008. Ви можете порівняти ставлення в Україні і на Росії? Ну, так, чтобы было понятно, я думаю, кто-то там со зрителей, кто это будет видео смотреть, именно из тех, кто сидели у нас в лагерях, я отбывал наказание в Харьковской, АИК-25, Харьковское управление. Это самая, самая жесткая зона в Украине. То в этой зоне тогда я думал, что там типа, да, там, жестко, и там условия такие, что караул, там, и выгребали там нормально мы, Но, 25-е, это детский сад по сравнению с тем содержанием, что было там. Ну, в Україні можуть тебе в той час взяти, кудись витягнути, побити, забити? Чи такого не було? Не, были моменты иногда, но это надо было что-нибудь такое чебучить там. Вот у меня один раз такой момент был, там у нас был типа, не бунт, а попытка поломать эту систему, Там у нас 4 человека, вскрылись. Ну и потом начали спрашивать, типа, у всех там, кого не устраивает, типа, там, можете там отказаться от работы, как отказаться, типа, не работать там в 3 смены, например, там, а там в 2 там, или в 1, то есть по желанию. То есть, и оказалось, что типа, я тоже поддержал эту всю направление и отказался от работы. Тогда меня, посадили в штрафной изолятор, и тогда я получил, дубинками получил по сраке, так нормально. В принципе, и все. Хороших новин зараз відверто не вистачає. Час непростий і потрібна залученість кожного з нас. Але все ж є одна чудова новина. Поки ви заправляли свої авто пульсом помсти, «Око» та «Повернись живим» передали ще 2 пульстрони нашим військовим. Це реально круті комплекси, які вже отримала 25-та повітряно-десантна та 46-та аеромобільна бригади, які саме зараз на Донецькому напрямку нищать ворога. Нагадаю, що пульстрон – це цілих 1200 одиниць техніки. Міні-шарки, мавіки, FPV і нічні бомбери з боєкомплектом, новенькі пікапи, старлінки та рації. Ця техніка неабияк допомагає прокачати десантно-штурмові війська. Ви теж можете допомогти. Просто заправляйте своє авто пульсом помсти або донайте на спецрахунок фонду «Повернися живим». Одна із причин, чому я підтримую цей проект, тому що результати видно одразу. Наразі вже зібрали на 3 пульстрони, вони вже у військових. Тому долучайтеся і допомагайте іншим бригадам отримати свої пульстрони. Око за око! Потім вас перевезли в Курськ, це вже було далі від лінії фронту. Ставлення було краще чи таке саме скотське? Именно там, в Курской, в палаточном городке, мне на лбу нарисовали
с зеленкой зетку из-за того, что я отказался сотрудничать. Якщо малюють зетку, потім ти прилітаєш ще більше. Эта фотография с зеткой, она потом шла по всем делам, вместе с моим делом. И, это, насколько я понимаю, это был просто, для них знак, то, что отказался на сотрудничество. То есть, и, соответственно, к таким людям относились с большой любовью. То есть, прилетало, мало того, что из-за зетки, из-за этой мне прилетало, довольно-таки жестко. И плюс то, что они когда узнали в Курске, уже когда в Курское СИЗО перевезли, и сотрудники УФСИН, когда узнали, что я раньше отбывал наказание там, по молодости, то для них это вообще было, они там уже извращались как могли, короче. У вас були відморожені ноги. На Курську треба було стояти в якихось положеннях максимально незручних. Знаєш, у вас там було специфічне лікування, як вони називають. Да, это был момент, когда нас в палаточный городок этот привезли, разгрузили, нас положили на землю лицом вниз. И в таком положении мы постоянно лежали, короче, и у меня уже позатекали ноги, начали болеть. И на улице, это ж холодина еще на тот момент была. У меня начали болеть ноги, я попросил там майор, я так понимаю, старший этого городка, я попросил поменять как-нибудь положение, чтобы чтобы ноги отошли от занемения. Он спросил, говорит, а что с ногами? Я говорю, да подмораживал. А где болят? Я говорю, в принципе, полностью от колен там и ниже. Он, а где больше всего болят? Я говорю, ступни в основном. Он, ложись, сейчас что-нибудь придумаем. И он берет палку, и палкой по пяткам со всего маха. Я не помню, сколько раз он меня ударил, Но я тогда чуть не обоссался, такая боль была, что... До вас так само приїжджали на допити ФСБшники. Всі кажуть, що вони, в принципі, мають чимало інформації по кожному. Що запитували у вас, які взагалі розмови з ними були? Сотрудник их не был какой-то такой, типа как чемодан. И вот эти, которые нас охраняли на усилении, спрашивали у него, типа, а по этому чемоданчику ты можешь информацию пробить за любого? Он, да, в принципе. И этот говорит, эти не сильно, а он, давай, говорит, за Саню, говорит, узнаем, что он там. У него там, походу, интересная история может быть. И он, да, действительно, там что-то там поклацал немного, Я говорю, вот все есть, в принципе. И там, когда он начал читать, короче, там даже повыплывали те эпизоды, которые я уже сам позабывал про них. То есть полностью все, где работал, когда. То есть вся информация, которая где-то документально регистрировалась, то есть абсолютно все там было. И вот с того момента я понял, что то есть то, что официально какие-то документы есть по мне, то скрывать не надо, просто надо говорить, потому что это наведет на то, что брехня, и, соответственно, будешь за это выгребать постоянно. Життя в Олександра було насиченим. Останні майже 20 років він малював картини. Деякі стали пророчими. Гармати на фоні Чернігова змусили взяти до рук зброю. Перед самой войной я сварщиком устроился, а до этого я, в принципе, большую часть времени художником был. Ви реально малювали картини? Да, я портреты писал, и пейзажи, и на Андреевском спуске моих работ много продавалось. И, много работы за границей есть. То есть и в выставках участвовал перед 2014 годом. Обговаривали такой момент, я готовился к персональной выставке. Шли там договоренности в Киеве, вот это «Глобус», центр. Короче, потом началась революция, и так все это закончилось. Потом надо были деньги, постепенно картины начали продаваться, короче, все распродалось. И потом начался ковид, продажи упали, и я понял, что надо что-то делать, потому что
семью чем-то кормить надо, я потом пошел сварщиком работать. Ну, ви так кардинально професію поміняли. Ну, я учился когда-то на сварщика. В полоні знали, що ви малюєте, що ви художник? Да, был один плачевный такой нюанс у меня, блин. Я куда-то меня, да вроде бы к медикам водили. И я на обратном пути, блин, у этого, что вел меня, спрашиваю, гражданин начальник, там, разрешите там обратиться? Он, ну, говори, Зекота. Меня там часто Зекотой называли. Я говорю, да дело в том, что художник, там, портреты писал, пейзажи, там, такое, там, это. Он, ну, и что? Ну, я говорю, ну, может, там вам картинок каких-нибудь тут, типа, понарисовывают, там, и я, типа, отвлекусь, и вам, типа, ну, нормальная тема. Он, ты что, говорит, поработать хочешь? Я говорю, ну, типа того, ну, можно, типа, так. Ну, не знаю, говорит, сейчас спрошу. Завел меня в камеру, короче, проходит буквально там пару минут, выводят меня с камеры, короче, меня как отработали, блин. Я после того, блин, потерял все желание. Я на тот момент, блин, тоже, я когда ляпнул за портреты, Леона говорит, о, ты еще и портреты пишешь? Я такой сам себе думаю, дурак. А если сейчас подумать, что я, ну, память хорошая и типа, ну, могу запоминать их и там потом в будущем. Ну, как-то я не знаю, каким образом, короче, то ли он просто, ну, забыл за этот момент, то ли, ну, кто его знает. Ну, короче, как-то, ну, не уцепились они за эту фишку. Як вас приймали в Курську? Я знаю, що там було набагато жорсткіше, там просто забивали людей. В Курское СИЗО, когда нас привезли, меня не выгрузили, меня выкинули просто с воронка на асфальт. И от воронка до помещения, ну, где-то метров в районе 10 где-то было. Ну, меня просто на ногах туда занесли, как футбольный мяч. То есть я даже, ну, не успел даже приподняться. Меня туда запинали, короче, ногами. Там в самом, там такое типа как холл. И там надо было, короче, раздеться наголо. И все вот это время, то есть раздеваешься, голый пока находишься, пока ты пытаешься одеться, тебя, блин, валят со всех сторон, блин. То есть это, блин, дубинки, электрошокеры, ноги, руки. И били, ну, там никто не смотрел, куда бить. То есть и в голову, блин, и по корпусу, и по ногам, блин, и в пах там прилетало столько раз, что я, ну, там со счета сбиться можно было просто-напросто. Ви казали, що ви приїхали в 11 ранку, в камеру зайшли в 17. Вас весь цей час били? Да, это, ну, ни на минуту не останавливался. Я просто не розумію. Ми писали відео за нулі, він теж розповідав, що били там по 6 годин, по 7. Як людина може такі побиття витримати просто фізично? Я хрен его знает. Я сам Просто не уявляю, тут від одного удара можна померти. Там был момент, когда вот, ну, на нашем этапе пацана, ну, забили, ну, практически сразу. То есть он еще даже не успел раздеться, потому что когда он накрытый был, то, ну, видно была форма на нем. А, ну, если форма была, то это вот сразу его выгрузили, сразу там загасили. То есть тут уже, может быть, нам с Анулей где-то помогало то, что мы спортом, ну, раньше единоборствами занимались, где-то могли там где-то блок какой-то поставить там, или попытаться как-то там сгруппироваться так, чтобы как можно меньше повредило внутренности там и, ну, вообще. Я когда в камеру попал, то я не знаю, сколько там пацаны рассказывали, ну, раз 10 как минимум я терял сознание, потому что, ну, это болевой шок до такой степени был, что, ну, они там всю ночь дежурили надо мной, потому что, ну, думали, что я не доживу до утра. С этого холла через коридор такой кабинет, типа как, ну, для допроса вон там. Туда нас заводили, короче. Один, получается, с этой стороны сидит, записывает все данные, а второй стоит там, пока ты рассказываешь, он тебя там, ну, гасит по полной программе. И вот этот, который бил меня там, он один раз, ну, короче,
бил рукой, получается, и я подставляю локоть, он попадает мне в локоть, и он травмировал себе руку, короче, его это взбесило, блин. Он вытягивает меня опять назад, там, где больше пространства это, ставит на растяжку, короче, и начинает гасить сначала дубиной. Бил, короче, дубиной, потом руками, потом, короче, он задолбался и руками, и резиной этой бить, блин. Потом он взял ремень вот этот солдатский, ремнем еще. Ну, потом он уже, я так понимаю, что устал, блин. В этот момент, кстати, вот, когда я на растяжке стоял, он заметил вот этот перстень на пальце. И он, так ты сидевший, блин. О, блин. И вообще, блин, понеслась, короче. Потом вышел в коридор, крикнул остальным. У нас туда, говорит, бывший зэк, говорит, есть. И забегает, короче, человека 4, насколько я помню, этих спецназовцев, блин. И они вот это толпой, там сначала двое, потом те отходят, другие двое, короче, вот это вот так вот они по очереди менялись, там, я не знаю, сколько они времени, они там гасили, блин. Тогда мне сломали ребра, блин. И в тот момент я уже не мог держаться, я, обосрался в полном смысле слова. По факту ви могли померти вже у перший день просто на прийомці. Да, в принципе. Да, я, честно говоря, так уже когда вот это я, обосрался, блин, я уже тогда, у меня уже была мысль, блин, я уже начал жалеть о том, что я все-таки вылез с этого окопа, чтобы, не забросали гранатами нас. Тогда, там, не боль, да, в принципе, там уже забили до такой степени, что я уже не чувствовал ни боли, ни хрена. Мне уже настолько было насрать на себя, блин, что я уже думал, или уже убили были, я не знаю, блин. После этой допросочной камеры завели, сначала подстригли, потом под холодный душ. Там душ такой, не душ, а типа трансбойта такая фигня. И заливали водой ледяной, блин, до тех пор, пока уже, блин, трясло до такой степени, что, блин, я не знаю, там уже, остановиться просто нереально было, так колбасило тебя, что, блин. Потом вытягивали оттуда, затягивали в какой-то другой кабинет. Там в том кабинете было 5 человек, блин. И там в этом кабинете, блин, там они не столько били там руками и ногами, сколько больше электрошокер использовали. И это на голое тело, блин, на мокрое тело. Это, блин, каждый разряд до такой степени пробивал, что... И в один момент, короче, один говорит, да он же сидевший, так давай его типа там, опустим. Я думал, что они сейчас, что-то будут пытаться или, задний проход засунуть, или в таком плане. А потом один из них, короче, говорит, не, подожди, так мы сейчас по-другому сделаем. И он берет электрошокер, короче, 4 меня заламывают, 2 держат руки, 2 ноги держат. Ставят меня типа как на четвереньки. И вот этот 5-й, короче, берет, накручивает электрошокер, короче, на всю мощность, блин. Ставит мне, этими усиками для разрядов, короче, прямо к канальному отверстию, короче, и на всю мощность разряд, блин. Это жесть, блин. Я думал, у меня глаза выпрыгнут в этот момент, блин. Там караул, такой разряд. Я, сам разряд этот электрический прочувствовал буквально по каждому органу, по кишкам, там, по всему, блин. Это отсюда и начиная, блин, и в голову, блин, там, караул. Я тогда потерял сознание. Они меня отлили, правда, привели в чувство, короче. И потом уже в тумане, короче, я слышал, начинают спрашивать, типа, ты женатый? Я там, да, женатый. Дети есть? Есть. Сколько? 3. Так тебе, говорит, твои причиндалы уже не надо. И они меня заламывают в другую сторону, короче, ставят на колени, короче, руки сюда, блин, 2. Опять же, так само держат, короче. И этот опять берет какая-то такая штука, типа как мини-гильотина такая. И он одевает мне на половые органы и начинает давить, короче, чтобы отрезать. Типу, не в прикол, а серйозно не вийде. Да, я на тот момент я уже думал, все, труба. Так, в мыслях я уже
в принципе, со своими причиндалами, короче, попрощался. Я не знаю, блин, это, ну, у меня жена говорила и постоянно говорит мне, говорит, ты просто не представляешь, насколько ты везучий, насколько у тебя ангел-хранитель, блин, и насколько ты, ну, как в ваших кругах, говорят там, фартовый, типа. И в этот момент заходит какой-то там сотрудник УФСИН и говорит, давайте его сюда, начальник пришел. И они такие, о, считай, що тобі повезло. Ну, вони ж завжди кричать, там, що вони проти гейропи, так званої, а нулю хотіли зґвалтувати. У вас теж такі історії, що аж мурашки по тілу. Чого в них така зацикленість на цих сексуальних знущаннях? Я ж так розумію, це не поодинокі випадки, це багатьом Ну, дістається. тогда, когда они мне типа пытались отрезать, короче, половые органы, то он прямым текстом говорил, чтобы не рожал таких солдат. То есть это вот просто тупо ненависть, блин, к украинцам. Ці люди були в масках, що ви бачили їхні обличчя? Нет, там без масок. Там только спецназовцы в масках были. УФСИНовцы масок не одевали. Ви зараз знайшли їх, тому що знаю, що Ануля багатьох знайшов. Да, я, на данный момент, сколько я там, 7 человек опознал уже. То есть по фотографиям я опознал и вот этого начальника колонии, СИЗО Курского, вот этого, номер 1. Это как раз вот это, когда меня вывели уже в другой кабинет, короче, заходит этот начальник СИЗО, и он давай мне задавать вопросы, за что сидел, где сидел, там это. Он, кстати, знает, что такое 25-я колония. Говорит, так тебе там что, мало оказалось, блин? Типа, не перевоспитали, блин. А там, это, у нас, типа, как колония там, где, типа, как ломали там в таком плане. И он такой, давай за наколки, типа. Что за наколки там? Это, ладно, хорошо, блин. А это что? Я говорю, да то, говорю, вообще, не в зоне я бил, там, это на свободе билось. И, там у меня портак, говорю, был, там просто перекрывал. И он, кому ты, говорит, чешешь? Говорит, что я, говорит, блин. Я уже про тебя, говорит, всю информацию пробил, блин, знаю, кто ты такой, чем ты дышишь. Жінки ставилися краще? Тим паче Блин, медики? я думаю, если бы у них была сила бить, и, может быть, если бы им разрешили бить или там издеваться над нами, я думаю, они еще хуже бы издевались. Потому что они с такой ненавистью, с таким отвращением к нам, вообще и обращались там. И они, что самое интересное, блин, на протяжении всего времени в плену, вот там, где были женщины, блин, там медики, без разницы кто. То есть они еще подстрекали больше, чтобы, что вы с ними панькаетесь, что вы с ними сюсюкаетесь там. То есть для них... Така ж сама ненависть була до вас. То есть для них даже то, что с нами делали, для них это было, этого было мало. Ви бачили фото цих людей візуально, як вони виглядають? Тому що так по розмовам це якісь максимальні покидьки. Я бачив деякі фотографії Анулі, нібито якісь там звичайні, не найрозумніші люди. Да так с виду посмотришь, так, нормальный человек вроде бы как. Приходить на роботу, катує людей, йде додому, обнімає доньку. Все нормально. Мне когда-то психолог задавала вопрос, а как ты думаешь, а что они так делают? Мне кажется, что их просто давит жаба, что мы лучше живем, чем они. И что, по сравнению хотя вот у меня, там нету высшего образования, там нету каких-то там супер-пупер, там каких-то умственных там способностей, там. Если честно говоря, то вот даже с теми самыми ФСБшниками, вроде бы, да, ФСБ по-любому высшее образование будет, в любом случае. Попадались некоторые личности, что с ним говоришь, такое впечатление, что ты с идиотом разговариваешь. Просто, реально. То есть у них броня настолько, забитая вот этой пропагандой, что они просто логически начинают что-то там им объяснять, что, это не так, не может так просто быть. Даже по любым, хоть с любой стороны, с какой ни посмотри, это неправильно. Как это неправильно? Правильно. Мне один ФСБшник говорит, ты, говорит, вслушайся, говорит, в саму, говорит,
Вас истории надо учить. Я говорю, ты слушайте в само название. Киевская, он так тихонько, Киевская, Русь. Еще так пальцем вверх так. То есть то, что Киевская, это для них это типа ничего. А вот Русь, это, блин, я не знаю, как их. Ви так само чули розмов солдатів про Путіна, що вони говорять про нього, не на якихось виступах, а між собою реально. Попадались такие, которые возмущались. Что, блин, как он задолбался этими войнушками, когда он уже навоюется, блин. Я уже заколупался по этим войнам ездить, блин. Быстрее бы контракт закончился, ну его нахер. Блин. То есть, попадались такие. Их самое интересное бурят. Те, которые нас брали в плен, например, там, более как-то они более, видно, что и умственно развитие больше, и образование какое-то позволяет. То те, которые нас просто охраняли, это, во-первых, они нас боялись до такой степени, что караул. Они там, блин, сука, не шевелись, я тебе сказал, не шевелись. Там я там прошу, там, например, там, или там, затекло там все до такой степени, что караул. Там пытаешься там как-то там по-другому, все, только дернулся, он там, сука, я застрелю тебя сейчас. Страх був перед вами ходючими. Да, то есть они, боялись, они, я не знаю, они вот даже в камеры, когда в камеры заходили, то они, даже вдвоем они не решались заходить. Угу. То есть это сразу вот несколько человек заходит, там все, вы в позы, там все, там, чтобы никто не дернулся, не шевельнулся, ничего. Газетка. Газета. 18 марта. 18 марта, 22 рік. Свіжий випуск. Цікаво, що там пишуть про війну. Не знаю. Про дачу, постановлення суда, які ніхто ніколи в житті не буде читати. Ну да. Нічого по суті, взагалі про війну ні слова. С той стороны, получается, как вот нас заводили, по звуку, насколько я помню, так с той стороны там у них стоял этот передвижной крематорий. Он круглосуточно работал, блин, и, я думаю, скорее всего, что они своих там сжигали. Потому что запах такой, такой сладковатый, такой какой-то вот. Тогда, мы сначала не могли понять, а потом гражданских хлопцев, когда вот взяли в плен, и один возле меня сидел, так он говорит, что там крематорий у них стоит. И тогда уже я понял, что это за запах, именно это человеческой плоти, горящей. Тушенка, говядина, завод Курганский, Россия, Воронежская область, город Борисоглебск. Кстати, в Борисоглебске сейчас два пацана, которые со мной попали в плен, сидят до сих пор там. Только я вот не могу понять, почему, наше правительство как-то так... Да и вообще в отношении обороны Чернигова вообще нигде ничего не говорится. Просто тупо такое впечатление, что вроде ее и не было, этой обороны. Ви казали перед інтерв'ю, що легше міняти людей, які от недавно потрапили в полон, ніж тих, які сидять уже роками. Как нам так не прямым текстом ответили один раз, а типа как с намеком на это, что те люди, которые попали в полон, там месяц-два пробыли, то они еще могут вернуться воевать. А с тех, кто с первых дней сидит, то есть от них уже толку не будет никакого. Такий собі натяк. Вот он. Вот это сюда меня заводили, когда допрашивали. И вот эти же они, после этого кабинета меня раз 7, наверное, вывозили на этот, типа как расстрел. Имитировали, возле головы стреляли. Последний раз, когда вывозили, то они уже начали пугать
Меня не только расстрелом, а показали карту. Спросили, короче, разбираюсь я в картах или нет. Я сказал, что да, разбираюсь. Они мне показали, короче, ну я смотрю, ну как бы, ну, Чернигов. И смотрю, там одна точка так обведена карандашиком. И я, когда уже посмотрел по улицам, то я понимаю, что это обведен дом, там, где, ну, дети мои живут, ну, на тот момент. Да, навіть така інформація у них вже була. Да, не, ну они забрали у меня документы, то есть прописка ж там была, все, то есть они уже по прописке пробили, короче, нашли этот и, ну, типа, ты понимаешь, на что мы намекаем? Ну, к чему мы ведем? Я говорю, ну, догадываюсь, скорее всего, что если я, типа, не соглашусь с вами, типа, там, сотрудничать или что, то может прилететь прямо в дом. Ну, да, типа того. То есть, ну, они даже, ну, на такое согласны были пойти, чтобы только как-то, блин, выпытать какую-нибудь информацию. О, так тут у них, блин, он нифига себе. Тут у Я них, так розумію, тут вони жили. видите, нары, блин, ну, елки-палки, понастраивали тут, ни хрена себе тут они Ну, ось теж обжились. носки мужські. Носки мужские. Москва. Вон теж бачимо подушки, які в них були, з звичайного пінопласту. С пенопласта понаделывали, блин, капец. Люди звикли до розкоші, вон якийсь туалетний папір. А вон, смотрите, наверное, еще и спортом занимались. Только это я не знаю, для чего эта штука. Ну, наверное, они качали. Ну, лучше я не буду качать, буду еще качну, блин, оно еще бахнет. Краще не качайте. Лучше судьбу не испьют. А вот это, кстати, от это, ну, оружие ставили, я так понимаю. Вже у полоні Олександр познайомився із Олексієм Анулею. Він теж обороняв Чернігів, він теж пройшов жахи російського полону і фактично першим про це розповів у деталях. Зараз Олексій Ануля часто виступає перед міжнародними організаціями, розповідає там свою історію, аби в них ширше відкривалися очі і вони розуміли, що реально відбувається. І після того я заповз в карцер з такими наслідками, а сам став, жую цю крису і думаю, типа, плюс 3 дня я проживу. Якщо ви не бачили відео з Олексієм Анулею, воно теж є у мене на каналі, то ось тут залишаю посилання, ще воно буде в описі до цього відео. Після матеріалу в коментарях багато росіян доводило, що такого не може бути, що це якийсь актор, і їм байдуже було на ось такі фото Олексія Анулі. Олександр – це живе підтвердження його слів, він був з ним разом, так само має просто жахливі фото, які ви потім побачите. І це вкотре доводить, як росіяни чинять стосовно українських полонених, які звірства там відбуваються. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомились з Олексієм Анулею, тому що коли він вперше вас побачив, то він подумав, що справи ваші погані. Да, в Курском СИЗО нас как-то сначала в одной камере держали, потом перекилишевали камеры, короче. И получается, меня в ту камеру завели первого, там, ну, несколько человек. Там уже вроде бы 3 человек было, потом нас завели, и потом уже завели Анулю, там еще несколько человек. То, ну, они же сначала типа забегают туда, и я стою такой скелет. И Ануля забегает на меня, смотрит, офигевшие глаза такие, думаю. И он, ну, потом уже, когда разговаривали, короче, он говорит, я, говорит, забегаю, и первое, кого, ну, что я увидел, это тебя, говорит, и я, нихера себе, а что с нами дальше будет, елки-палки. Нас, ну, но он думал сначала, говорит, нас куда-то в какую-то камеру особенную завели, и нам сейчас тут будет жопа. То есть, Виглядали ну, ви поганенько, да? да. Там еще освещение такое хреновое было, блин. Он когда увидел, говорит, меня, ты вот это стоишь зеленый весь там, как велосипед, блин, капец. Да, конечно, да, ну, я представляю зрелище, блин. Там еще зеркал никаких не было, ну, я сам себя не видел еще в каком состоянии. То уже там в этот, в Тулу, когда нас перекинули, так там было зеркало в камере, и там уже я, ну, увидел, какой я на самом деле. Виглядали поганенько, да? Коли вперше себе побачили після такого періоду часу, там, ну, побиття ж постійні. Да, я там, конечно, подофигел, блин. Ну, там даже в такие моменты иногда там
на шутки переводили. Я там, когда с бани нас, ну, когда в душ выводили, потом с душа забегаешь голым, ну и пока там одеваешься, нам там, ну, какое-то время было там, чтобы там по камере там пару шагов сделать каких-то, ну и друг на друга посмотреть, какие мы там, в каком состоянии. То я там, Шварца видели, там, пацаны там, говорит, дебил, говорит, елки-палки, корова, там одни кости, блин, капець. У вас в камері були абсолютно різні люди. Ви розповідали, що навіть були люди реально божевільні, з яких так само знущалися і ніяких знижок їм не давали. Да, у нас в Курске, вот как раз в этой камере, там, где с Лешей мы познакомились, ну, вернее, встретились, там у нас был то ли не шизофрения, а что-то, ну, что-то такое наподобие шизофрении. И его взяли в плен, у него были с собой таблетки эти, ну, что он, ну, ему пить надо было постоянно. Пока у него эти таблетки еще были, ну, там ему выдавали каждый день по одной. А когда эти таблетки закончились, у него, ну, явно, ну, видно было, что все, он там... Были такие моменты, когда нары, и, ну, вот так вот получается наискось туалет. И он вот это встает ночью, садится в туалет и постоянно смотрит на меня. Я вот это первый раз, короче, я просто просыпаюсь, и я понимаю, что меня кто-то, ну, взглядом пилит. Я открываю глаза, и это Саша вот так сидит на меня, неотрывно, блин. Я говорю, блин, дурак, да, блин, закрой ты дверь, елки-палки, мне ж, ну, капец, ну, обезумевший взгляд вот этот. И оно после этого взгляда просто думаешь, ну, хрен его знает, что у него в голове, сейчас ночью возьмет, задушит или еще что-нибудь сделает. Кто-то заходит в туалет, говорит, блин, не понял, а что это за херня, блин? Он на стенку, блин, короче, в туалете там говном все обмазанное. Мы туда, блин, ё-моё, блин, а тут сейчас проверка скоро, блин. Сейчас зайдут, взглянут, ну все, это камера убитая вообще наглухо будет. Мы давай там, блин, на него уже, давай иди бегом, вытирай, потому что, ну все, сейчас жопа. А он, я ничего не делал, я еще не буду, ну, то есть он делал и сам не знал, что. Они видели, что он, ну, реально, ну, не соображает, что он делает. Они провоцировали его на какую-нибудь херню, чтобы он что-нибудь неправильно сделал. И это для них был повод, чтобы и его потом отхерачить, ну и, соответственно, всю камеру. То есть, ну, их даже такое не останавливало. Його поміняли, зрештою, чи не поміняли? Вряд ли. На данный момент я, ну, по крайней мере, из тех, кто с нами был, с гражданских, ну, еще никого не поменяли. Ну, насколько мне известно. А чого так, що якраз цивільних не міняють? Військових поміняти легше, ніж їх. Я думаю, во-первых, что если начнут менять цивильных, то, ну, для всего мира будет подтверждение, что они, ну, Що воно там є взагалі? да. То есть на данный момент они же говорят, что там нету никаких цивильных, мы только военных, типа, ну, берем в плен. А на самом деле, то есть у нас в Туле где-то, если брать по камерам, вот, ну, я думаю, человек, ну, в районе 50 точно было. Именно гражданских только. Ви майже не побачите реального відео з російських колоній. Усі вони зроблені на замовлення федеральних каналів і мають десь такий вигляд. В Курском следственном изоляторе номер 1 сделали ремонт. Теперь подследственные будут ожидать решения суда в условиях, отвечающих европейским нормам. В Новый год с новыми апартаментами. Условия содержания должны соответствовать европейским нормам. Мы к этому стремимся. И, я скажу так, содержание в СИЗО-1 города Курска соответствует минимальным европейским нормам. То есть это 4 квадратных метра на каждого человека, который здесь содержится. Ну и другие нормы, которые обусловлены законодательством европейским, российским, здесь соблюдаются. Тульська область, куди потрапив Олександр, за словами українських полонених, це справжнє пекло на землі. Саме у цій будівлі їх тримають. У мережу навіть потрапили поодинокі відео російських зеків, які зізнавалися у катуваннях. Це було так часто, що усі відео видалити не змогли. Все присутствующие здесь участвовали, у каждого была соответствующая роль. Вот это Сычев Василий Викторович, это Евгений Степанович Сорокин, позади вас Сергей Петрович Авдеев, за ним находится Сергей Викторович Кажанов,
Они вас все пытали? Да, в избиении участвовали все. То есть вы в вырывании ногтей участвовал Сергей Петрович Авдеев и Сергей Викторович Кожанов. И работники ШИЗО ПКТ указанных дают. Это грибок на теле. Давно у вас грибок? У меня нет грибка. Нету, да? Ногти, если вам демонстрировала моя жена, я передал 9 ногтей. Еще на ногах тоже. Це лише шматочок відео, продовження буде в моєму телеграмі. Уявіть, скільки сотень чи, можливо, тисяч подібних відео не зняті чи не опубліковані, і який сюр відбувається в російських тюрмах. З Курська вас за нулею везли додому, але виявилося, що це не дім, що це Тула. Да, мы І думали, з його слів, це таке, наче найгірше місце на землі. из-за того, что нас много, просто на каждого человека не было столько времени, чтобы поиздеваться над каждым. И получается, нас потом перевели в камеры. Первые 4 недели, еще так, более-менее было. Мы даже думали, что нас привезли на откормку и потом на обмен. Краще почали годувати. Да, первые недели, лучше было. А потом, с каждым днем начались избиения жесткие, потом, ввели новшество, посреди ночи нас 2 раза поднимали. То есть, и так заснуть нереально было, потому что холодина была жесткая. Ви теж, як Ануля, присідали, віджималися. Да. Первый раз я от приседаний потерял сознание, это я присел около 500 раз. Больше всего я приседал, насчитали, это за 1 раз. Это вот начал приседать и непрерывно приседаешь, приседали мы 1226 приседаний. Это, сейчас бы я, не присел бы, и раньше, если бы мне сказали, что я смогу столько присесть, я бы не поверил. Він просто теж, Ануля розповідав, що він присідав там 2000 разів десь, Да. і ми думали, може він помилився, що не може людина скільки присісти, а виявляється, що ресурс туди не є. Это реально. То есть так мы помимо того, что в той камере, когда мы это присели 1226 раз, там угловая камера получалась, и это уже была зима, там была такая холодина, что мы помимо этого, мы еще вычислили там место, там, где камеры не цепляли нас, и мы еще помимо этого сами там и пресс качали, и отжимались, то есть просто, чтобы согреться. И бывало, когда уже стоим, там холодина такая же, караул, там трясет всего, и мы слышим, там на коридор кто-то заходит, и они там, там кричали, там, этаж, там, 500, то есть это надо было 500 раз присесть. И когда мы слышали, что кто-то заходит, мы просто стояли, давай, 500, он там, этаж, 200, мы, даже не разогреешься, елки-палки. Ви навпаки чекали, щоб поприсідати. Да, то есть, для нас это было просто, чтобы согреться. До вас приїжджала якась жінка, швидше всього жінка-психолог, і над вами фактично ставилися експерименти. В чому вони полягали? Там была женщина какая-то, она приходила, и после ее посещения там постоянно какие-то новшества вводились. После ее приезда нас начали поднимать ночью. Один раз после ее приезда нам урезали кормежку, вообще одна вода практически была. Так же само после ее приезда избиения по-разному происходили. Там, например, если до этого нас только дубинками били, то после ее приезда нас начали бить и дубинками, и потом начали применять палки, вернее не палки, а трубы эти водопроводные, металлопластики эти. Вона просто приїжджала, дивилася на ваш стан в камері, Да, виходила она і щось заглядывала в мінялось. глазок, смотрела, что-то, ни хрена себе они живучие, говорит. И, то есть мы уже знали, что это по-любому какое-то нововведение. Це правда, що перед вами тримали морпіхів, ви дуже довго не ламалися, і вони банально не вірили, що ви були цивільними людьми, які взяли в руки зброю? Да. Но это между ними разговоры такие, и не нам говорили. Там один подходил и говорил, что вы, говорит, какие-то, что вы, говорит, извиняюсь за выражение,
что вы гражданские все были. Перед нами, говорит, морпехи были, говорит, они буквально там месяц-два и все, они, ну, вообще там чуть ли не с ума сходили. Були люди, особливо в карцері, які реально сходили з розуму. Да, на то время, вот перед тем, как Ануля туда попал, там его в камере сначала со всеми держали, и там у него татуировка была, свастика. Ну, вернее, не свастика, это, короче, в обратную сторону, короче, развернутая, типа, ну, солнце по Ну, рунам. їм було байдуже, що це. Да, им по барабану. И они заставили его, нам по барабану, как ты уберешь ее, но чтобы ее не было до конца нашей смены. И он нашел в двориках кусок цемента засохшего и просто тупо выдирал себе его. Жесть. То есть это... Потом уже другая смена приехала, и его выводят, там, я не знаю, не помню, как ситуация, то ли в баню выводили. Он, а что ты у тебя, говорит, за, ну, что у тебя, говорит, грудина ну, разодранная. Да кто же у меня там наколка была, я там сказали убрать любыми путями. Так. Так и что ты делал? Ну, говорит, кусок камня там выдирал, блин. Он, а где ты камень взял? Ну, в двориках. А, какого ты хера взял его, блин? А, так ты еще заносишь в камеру запрещенные предметы. И, короче, его еще за этот камень, короче, убили там нормально. Там забивали, блин, то, что нас били жестко, но когда мы слышали, как тех, кто в карцере находится, бьют, то у меня бывали моменты, когда просто пацанов забивали, у меня уже на психологическом уровне были приступы, то есть до меня даже не доходило то, что нас бьют, ну, у меня начинались эти приступы, я, ну, наподобие эпилепсии такой вот. Я просто падал, я слышу все, понимаю все, а нічого зробити з собою не можу. Мене просто отак от трясло, блін. Це просто, як ви чули, як людей б'ють в карцері, забивають? Да, просто вже на нервній системі, воно, мабуть, вже сложилось так, що... Ви ж застали якраз той період, коли Ануля був в карцері. Да, это как раз получилось, вот, ну, нас, как тут, везде. Здесь мы были вместе, получается, в палаточном были вместе. Потом там мы встретились уже непосредственно в камере. Потом я попал на первый этаж, а он попал на второй этаж. И потом, когда его перевели в карцер, меня перевели в ту камеру, там, где он был. То есть мы, получается, друг за другом, ну, как бы, по пятам шли. Ви ж познайомилися вже в полоні, до того ви не були знайомі? Не, мы не были знакомы. Так, ну, когда уже увиделись в плену, так мы, ну, что, ну, знакомые лица, ну, просто потом уже поняли, что где-то на соревнованиях сталкивались. То есть он занимался кикбоксингом, у меня сын занимался, я, ну, на соревнования часто приезжал, и, ну, где-то мы там могли пересекаться, просто, ну, тесно не были знакомы. І як він вас привітав з днем народження? Я знаю, що це для вас такий простий, але дуже особливий подарунок. Да, это 30 числа. У меня день рождения был 30 апреля. И, кстати, в один день у нас был день рождения с вот этим Сашей, который сумасшедший вот этот был. И они нас начали поздравлять, типа, о, поздравляем, туда-сюда. Я на этого Сашу говорю, Санек, говорю, снюхай тебя. И Алексей берет, говорит, ну, короче, подарить у меня тебе нечего. Дарю тебе, говорю, то, что у меня есть. Он берет свою пайку, свой кусок хлеба, ломает пополам, дарит мне. Я, блин, я не знаю, мне, ну даже сейчас вот, так вспоминаю, так чуть ли не слеза накатывается, блин, капец. Это, я просто понимал, что это не просто какая-то вещь, это не что-то, это то, благодаря чему, в принципе, человек может выжить. То есть на тот момент у нас, ну, хлеба, это, блин, это самое ценное было. Потому что то, что нам давали там баланду, это, ну, вода, какие-то там, картошка какая-то полугнилая, блин. Или там капуста, которую есть просто нереально было. В Туле у нас когда-то было там, что давали вечером, это у нас давали капуста квашеная, соленая до такой степени. И мало того, что соленая, такое впечатление, вроде туда уксуса налили. Она еще мало того, что соленая, она еще кислая до такой степени, что караул. Это первый раз нам вот это, когда нам дали селедку
Мы такие, нифига себе, селедка, блин. Мы обрадовались, блин, хоть какое-то мясо. А потом, когда мы нажрались этой капусты кислой, соленой, блин, и потом начинаем есть эту селедку, блин, а она, ну, такое впечатление, вроде туда, блин, мешок соли, блин, засыпали. И мы просто понимали, а там вода была такая, начали зубы сыпаться у всех. И мы понимали, что, ну, короче, что хочешь, то и выбирай. То ли не есть, а куда-то попытаться там или в унитаз, или куда там выкинуть, чтобы, ну, из голоду сдохнуть. Или же ты будешь есть, потом будешь эту воду пить, и у тебя зубы повысыпаются. У меня, кстати, и снизу, и сверху вставные челюсти сейчас. Все випало, да? Повываливалось, буквально вот это, там, штук 5, наверное, передних, нижних зубов осталось своих. Все остальное высыпалось нафиг. По факту для вас цей шматочок хліба – це такий найдорожчий подарунок в житті. Да, это, ну вот, на мое время, сколько мне там подарков не делали, это, ну, я просто понимаю, что это самое ценное, что у человека было на тот момент. И мы, ну, там мы именно сдружились, вообще мы старались держаться вместе. Нас когда везли с Курска в Тулу, тоже у нас как-то совпало, что, получается, вывели всех, и потом, ну, никого не вели, короче, и в самый последний момент выдергивают Анулю. Его как раз на следующий день в Курске сказали, что там какого-то медика вызвали, короче, и этот медик сказал, что его надо оперировать, потому что, ну, придется отрезать ногу. То есть, ну, мы ее не спасем. И он уже ждал, что его сейчас повезут куда-то на больничку, прооперируют, спасут ему эту ногу, блин. И тут хлоп, его фух. И он понимает, что, ну, все, жопа. Никто никакой операции не будет. И мы, получается, заводят нас в воронок, садят, и нас, ну, мы сели рядом как раз. И мы друг друга дергаем, говорим, блин, Леха, домой, домой. У нас такая радость была, блин, караул. И потом нас привозят, сначала в самолете нас перекидывали куда-то, потом опять в автозаках. И когда я уже услышал, что лай собак, железные эти стуки, блин, опять ворот, и я Леху толкаю, говорю, Леха, походу нифига, походу нас куда-то перевезли в другое место. Анулю я потерял уже буквально в первый день. То есть я его не слышал. Один раз я услышал его голос. Это где-то буквально там 2-я или 3-я неделя где-то пребывания там, в Туле. Это в двориках я услышал его голос. Потом уже я услышал его голос, когда меня перевели в 20-ю камеру, там, где он сидел. И получается, она с краю была, ну, крайняя возле лестницы. И карцера тоже на первом этаже были тоже возле самой лестницы. И вот когда уже он там, ну, кричал там, и когда его избивали, тогда уже я услышал, что это он. И то я сначала долго сомневался, потому что у него и голос поменялся, блин. И, ну, я и не ожидал, что, блин, ну, что это он. Я думал, что его куда-то на больничку вывезли там или еще что-нибудь, там, ну, кто его знает. А оказалось, что нифига, что это он именно был. И там, блин, это, ну, передать то, что они там творили, это, ну, просто не, ну, я не знаю. Я вообще не представляю, как они там выдерживали все это. И там просто от криков от этих стонов, ну, у нас, ну, вот реально, как я раньше не мог понять выражение «холодеет кровь в жилах». То вот, да, вот там именно вот это, наверное, было то состояние. Мне не столько было страшно само вот это избиение, сколько вот это ожидание этого избиения. Вот ты стоишь, блин, и ждешь там хлоп, там, ага, карцер 1 вывели, забили, карцер 2 вывели, забили, потом там камеру 2, там 3, 4, и ты стоишь и ждешь там, ага, скоро моя, а у нас самая последняя, 20-я. И пока вот это 1-й этаж, пока 2-й этаж, короче.
И все, у тебя уже, блин, просто от того, что ты, от ожидания вот этого, блин, тебя уже колбасит до такой степени, що караул. Дуже здивувала історія Нулі, коли він розповідав, що він там їв і щурів маленьких, і черв'яків. Що їли ви, тому що ж не вистачало, зрозуміло, що нічого. Когда давали селедку вот эту, например, то я, основная масса брезговала, мне было пофиг. Я доедал вместе с костями, вместе с хвостами. И то, что после пацанов оставалось, я тоже не брезговал, я тоже ел. Хоть мне там некоторые говорили, пацаны, типа, фу, блин, Саня, что ты гонишь, блин, вообще, фу, там, типа это. Я говорю, мне, потому что многие пацаны, чуть поменьше были в плену, кто-то там столько же, там, например, крупнее намного были меня, то есть еще как-то там сохранялось у них. Но после того, как нас здесь держали, и столько времени вообще мы ничего не ели. То есть у меня уже на такой степени вот это от голодовки обострилось вот это вот состояние, типа, мне похер, что жрать. Что ты там от той косточки получишь? Я говорю, блин, чуть-чуть белка, чуть-чуть кальция, блин, и чуть-чуть какого-то фосфора, хоть что-то. Мне по барабану. И хоть вы считаете, что типа это типа фу для меня, мне пофиг. У меня цель выжить. Яка у вас була найбільша мотивація вижити? Про що ви думали? На тот момент, скорее всего, что, меня дети больше всего мотивировали, я так думаю. Потому что старших двое у меня без матери росли, я и сам их воспитывал. И я понимал, что старшие вообще останутся круглыми сиротами. И младшая то же самое будет без отца расти. Это первое. Второе, наверное, где-то все-таки в глубине души, где-то была мысль, что все-таки рассказать обо всем, что там происходило. Чтобы это недаром прошло, блин. Чтобы недаром прошел этот плен, чтобы недаром, все это. Телеграм-канал вот этого, как его, пропагандист этот их. Соловйова? Соловьева. И бывали такие моменты, когда тебе каждый день эту херню крутят, мы даже кое в каких моментах начали сомневаться, а может и правду что-то там. Починаєш вірити, це накрутка Да, психологічна. если тебе каждый день начинают одно и то же долбить, то ты тоже начинаешь где-то в что-то верить. И я просто понимал, что так же самое там и за пленных вот там говорил, там и за кого угодно, как над ихними типа издеваются, блин. Я понимал, а что над нами делают? И просто хотелось, рассказать какую-то правду, блин. Я вам дякую, що ви розповіли, тому що насправді дуже багато людей, які виходять з полону, вони не можуть про це розказати. Я понимаю пацанов, многие Їх пацаны... теж можна зрозуміти. Многие пацаны, с кем пытались связываться, там и я некоторым звонил, но из пацанов многие вообще не хотят контактировать. Даже с нами. То есть, я тоже понимаю людей, потому что каждый по-разному пережил это и перенес. Який у вас в Тулі взагалі був за весь час найважчий день? Вони всі були непрості, але була якась така точка. Как раз смена такая была тогда, одна из самых жестоких. Предыдущая смена передавала опыт новой смене, и они там показывали, как нас можно бить, что с нами можно делать, в таком плане. И как раз на эту передачу смен совпала подстрижка наша. Там в чем заключалась подстрижка? Это выводят 5 человек с камеры, голый торс, пока одного стригут, 5 бьют. И меня, не подстригали общей машинкой. Это зарос, блин. И когда уже выводили 5, в которую я попадал, мы выбегаем, я говорю, мне там дали указание, что когда будешь выбегать, если новая смена, будешь предупреждать, что меня не подстригают. Я выбегаю, говорю, меня не подстригают туда-сюда, чего там, такое указание, И меня назад в камеру закидывают.
И проходит буквально там минута, там секунд несколько, блин. Открывается опять камера, и он такой на меня говорит: подожди, ну, подстригать тебе нельзя. Ну, говорит, у тебя можно? Я говорю, ну, блин, ну да, наверное. И он меня выводит, короче, и сначала там дубинками, потом трубами этими, там, руками, ногами, блин. Потом завалили на землю. И там один там сел на меня, короче, сверху, такая какая-то дубинка у них. Кстати, вот это тоже дубинка. Вот эта дубинка появилась после вот этой тетеньки, которая приходила. Там она, ну, такая, типа, как похожа на баклажан, но она такая толстая, и вот, ну, такое впечатление, вроде там свинец залитый в середине. Потому что, ну, бил типа не сильно, но такое впечатление, что вроде тебе гирей, блин, по горбу бил. И он вот это садился на меня, короче, и вот в одну точку, например, там, плечо, например, там. Бам-бам-бам-бам-бам, плечо это там, ну, не знаю, сколько там раз. Потом там в другое плечо. Просто відбивали по точкам. Да. Все. И вот так вот по каждой точке. А я ж не вижу, что там происходит. Блин. И как раз, получается, я лежал, и передо мной двое пацанов с нашей камеры, и они их начинают заставлять, короче, целоваться. Давайте, целуйтесь, целуйтесь. И они стоят, они смотрят на меня, ну, короче, получается, один спиной ко мне, а второй лицом ко мне. И он смотрит на меня, и, ну, наверное, думали пацаны, что, ну, как бы, что их потом осудят за это, что, типа, они поцеловались там или еще что-нибудь там будут говорить. И они до последнего, короче, держались, короче. Я уже там глазами машу, типа, ну, типа, поцелуйтесь, да хер с ним, блин, ну, закончится все это. И они, короче, стали так, ну, в щечку поцеловались. Те, не, нифига, в губы, блин. Они потом уже там, ну, тоже через какое-то количество ударов, короче, целуются в губы. И уже этот Тищенко говорит: да не, нихера так неинтересно, давайте с языком. І, блін, я, ну, взагалі жесть. Ну, коротше, вони сходили з розуму просто як могли. Це для них така забава. Да, они, ну, реально они прикол тянули со всего абсолютно. Если начинал человек там уже просто от боли корчиться и вещать, там, то они там: сука, заткнись, блин, что ты, блин, вещишь как проститутка, блин. Ну, то есть они вот постоянно называли нас сука, там, проститутка, там, пидас, и там, ну, короче, вот, типа вот, ну, больше акцент, типа, как на женский пол. Типа вот в таком плане, блин. Бандеровцы там, короче. Ну, это постоянно, блин. И тогда меня вот этой палкой, вот этой дубиной этой, наклепали, блин, до такой степени. Я зашел в камеру, короче, ну, нас заставляли, если, ну, покачали по полу, то нас заставляли, чтобы мы почистились, там, ну, чтобы привели форму в порядок. И когда заходишь, то можно было раздеться, вычистить форму, ну и опять в позу встать. И я когда разделся, я смотрю, блин, и в зеркало, и я охренел, блин. Ну, блин, что Шварц, вот такие плечи, тут вот такие шеи, блин. Вот тут все, блин, понадувалось у меня, блин. У меня, короче, синяк был, начиная, блин, отсюда где-то от колен, и заканчивая вот тут шеей. То есть это полностью сплошное чорне пятно було. Олександра поміняли трошки раніше, ніж Анулю. Олексій мав ось такий вигляд. Був ризик ампутації ніг. Перші фото Олександра показують, що він теж був на межі. Як пройшов той день, коли вас поміняли? Напевно, теж цього не очікували. Зашли, сказали, с вещами на выход. Ну, первое, что мне пришло в мысль, опять куда-то в другую камеру перекидывают. Потом, когда уже я вышел, обычно, когда в другую камеру, так это, ну, ты с вещами прямо до следующей камеры бежишь. Ну, это, ну, вещи, ну, скатка, кружка и ложка. Ой, ложка. И тарелка, блин. Ложек нам не давали в камеру. Это же с вещами бежишь, короче, это. А то, говорит, ну, я вышел, держу скатку, там же стал, же нагнулся. Он говорит: так, давай, бросай сюда. Я бросаю, и я понимаю, блин, ну, то ли куда-то опять перевозить будет, то ли что-то такое происходит. Мы стоим, ждем. Чего ждем, кто его знает. Там 4 человека нас было. На колени стали, руки за спину. И так
лбом в стенку и стояли, ждали. Потом нас вывели в Воронок, привезли на аэродром, в самолет. Я начал выходить, короче, а я не могу идти. Ну, вот эти, которые нас в самолете сопровождали, они, ну, знали, что у меня жопа с ногами была, блин. Ну, он так за руку меня взял, так, давай аккуратно, блин, потихоньку, не спеши, типа это. И когда уже с трапа спускались, он ведет, я говорю, давай аккуратно, потому что скользко. Ну, я же так потихоньку, и конвой стоял по обе стороны спецназа. И один спецназовец, да давай быстрее, меня за шкуру хватает, дергает, я падаю, короче, на асфальт. Пытаюсь подняться, он там, да давай поднимайся, козлина, блин, елки-палки, там такое, это. И я, не успеваю толком разогнуться, короче, он меня еще раз толкает, и я, башкой в асфальт, хрясь, ломается нос, короче, разбивается, башка, кровище, Дали мне, короче, шапку мою же, на, говорит, заткни вот так вот и держи, пока будем ехать, чтобы не позамазывал автобус. Вони Нас за це уже переживали. грузят, да, и нас уже грузят не в воронки, а в автобусы. Уже такие, цивильные автобусы. Я уже тогда так думаю, может и правда на обмен. Потом привезли в какое-то здание, не знаю, там бассейн огромный был. И нас вот это в бассейне там расположили, а сами же там по периметру охраняли нас. Там уже ихние волонтеры какие-то были, нас уже там покормили. Медицинский осмотр сделали, кому там где-то что-то можно там подмазать, подбинтовать, подбинтовывали. Мне тоже там перевязку сделали. Ви розповідали, що по дорозі ви вперше зустріли росіян, які вам реально співпереживали, які это побачили, в якому ви стані тоже. взагалі були. В принципе, это были одни, те, которые реально, что видно было, что они с сочувствием отнеслись. И они остановились где-то по дороге, хотя по инструкции им нельзя останавливаться, делать остановки. И они остановились, что-то там между собой переговорили, типа что-то купить, что-то это. Мы думали, что-то там себе покупают. Он дает нам половина хлеба черного, упаковка сосисек там и 1,5-литровая бутылка воды. И мы смотрим, и мы не понимаем, что делать. Или есть, или это какая-то провокация. И он уже такой, да не, пацаны, нормально. Только пацаны, пожалуйста, не дай, он, реально с таким этим. Только, пожалуйста, не дай бог, нигде не скажите, что мы вам что-то давали, поесть, потому что нам будет. И он, реально, вот и в глазах, и в голосе было, какая-то, может, или жалость, или сочувствие какое-то было. Он когда смотрел, вот этот пацан, который со мной в клетке был, так он начал сосиску есть, и он заплакал, короче, не сдержался, начал плакать, И этот, когда увидел это, он просто вышел с воронка, он не мог смотреть просто-напросто. Вони возили полонених, але, так розумію, в такому стані, як ви були, вони ще людей не Да, бачили. один из них тогда сказал, говорит, мужики, говорит, в таком состоянии, как вы, говорит, мы еще ни одни, говорит, не видели. Это, говорит, вообще жесть, говорит. То есть они сами просто тупо офигели. Там, да я, честно говоря, когда первые фотографии свои сделал, я сам охренел. То есть оно, когда на себя каждый день смотришь сверху, так оно как-то не так выглядит. А когда уже посмотрел со стороны, то караул. Ви, коли вперше дружині позвонили, вона ж тривалий час думала, що ви взагалі померли. Ну да, меня подтвердили только через 4 месяца. Яка була її реакція дітей, коли вони вас вперше побачили? Нас привезли в Сумы сначала. Там медосмотр был, короче, там первая медицинская помощь, покормили нас, там переодели, помыли. И дали нам телефоны уже, каждому нам по телефону дали с симкой. Я уже позвонил со своего, так сказать, телефона. Сказал ей, запиши, типа, это мой уже. И она первая, где вы сейчас, типа? Я говорю, в Сумах. Все, мы выезжаем. И она с дочкой, со старшей, короче, срываются и едут. Потом, пока там все эти процедуры мы там попроходили туда-сюда, И нас хлоп куда-то в автобус опять грузят.
Я говорю, подожди, я говорю, она что, куда-то везти будет? Ну да, мы, говорит, сейчас на Днепр. Ну, здесь просто первый осмотр, а потом на Днепр. Я говорю, а какой нахер Днепр? Мои уже сюда едут. Он говорит, блин, да какой едут? Он говорит, сразу же всех собрали до кучи, и он, ну там старший майор был. А говорит, ребята, позвоните своим всем, скажите, первые 3 дня пускай не едут, потому что, блин, сейчас, ну, во-первых, что не будет у вас времени с ними пообщаться. Во-вторых, вы не в том состоянии, чтобы, ну, оттуда, с одного стресса в другой стресс попасть. То есть это, ну, опять же таки, это стресс, ну, и серьезный притом. Я говорю, так а мне что делать? Ну, блин, ну, с тобой уже, ну что же едут, так что сделаешь? Уже, ну, пускай едут, не возвращаться же назад. И они приехали на следующий день. Позвонила жена, короче, говорит, мы тут под воротами, но нас не пускают. Так выйди, типа, на улицу. Я ж бегом за себя там, на этих костылях там, шаматю, блин. Бегу, короче, и туда ж, ну, на улицу ж бегу, блин. И я такой, бу-бу-бух, бегу дальше, ну, я там смотрю, там женщина какая-то, там тут девушка какая-то. Я пробегаю женщину и такой раздупляюсь, а это дочка моя, вторая. То есть я жену вообще пробежал мимо. И она стоит офигевшая, слезы ручьем, блин. Малая тоже в слезы, блин, капец. Не, ну там, конечно, там и плакали, и рыдали, и, блин. Ви пройшли реально пекло. По-перше, полон. По-друге, коли самі лишились на позиції з хлопцями, фактично як смертники. Тут є таке питання справедливості. У вас якісь державні нагороди, виплати, щось після цього є? Ну, за плен, да. Мне выплатили именно за, ну, пока мы там находились. Была нагорода с Золотым крестом від Залужного. Ну и все, в принципе. На этом все закончилось. Якщо зараз ви списуєтесь, вам ніяких виплат, нічого немає? Навіть зараз, як ви перебуваєте на службі? На данный момент часть даже не провела, не соизволила провести, блин, расследование про обставини поранень, травм и захворювань. І чим це мотивують, що вам говорять? Ну, поначалу юрист части говорил, так, ну, ты же выплаты получил, ну и все, ну, больше ничего не положено, типа то. Я говорю, так а за лечение? Он говорит, так то, что ты не в бою получил, типа. То, ну, классно. Это. Я, блин, думаю, нифига себе, то ли я говорю, думаю, идиот, то ли я что-то в этом законе не понимаю, блин. Я уже распечатал ему закон этот, приношу, читай. А не, первый раз он сказал, что типа, это же типа не ранение у тебя было, а там, ну, травмы там, это. Я ему показываю, блин, поранення, контузії, травми, захворювання пов'язані з захистом батьківщини. А для того, щоб пов'язали з захистом батьківщини ВЛК, треба, щоб провели розслідування. Що я дійсно, ну, там, ну, не сам себя там поломал. Второй раз я приезжаю, показал вот это же ему, он говорит, ну, помыкал, ну да, ну так, это же не в бою, говорит, это же в плену. Я говорю, блин, говорю, а я туда что, сам попросился? Возьмите меня, пожалуйста, поломайте мне все ребра нахер, блин, ноги поперебивайте, отморозьте мне все, блин. Вы, блин, повыбивайте зубы, там, все остальное, блин. Ну, мне так просто по приколу, мне так хочется. І до сих пір нічого не вирішилось? Нет, до сих пор. Нуль, причому пройшло вже скільки часу, ви лікувалися Вже фактично більше, ніж рік. 1,5 року. У вас лікування зайняло десь рік-півтора, і досі вас ще там будуть чекати операції? Да, получается, на протяжении года практически я вообще не вылазил с больниц. Я выхожу с больницы, неделя-две там, пока другой процесс, опять ложусь. Вышел, неделя-две, опять ложусь там. Вышел. Самое большее, если не ошибаюсь, там 1,5 месяца у меня передышка. Заяц побежал. Заєць побіг, це як вже на фінал. Я вам дякую, що ви наважились розказати таку історію. Дякую за те, що ви зробили.
І дуже сподіваюся, що після цього відео хоча б проведуть розслідування з поваги это до того было- всього, що ви робили. Да я не только то, что расследование это одно, еще один такой момент, блин, я не понимаю, почему, блин, не возвращают пацанов до сих пор, блин, елки-палки, уже 3-й год пошло. Вот, ну, с нас 4, кто со мной попал в плен, вернулся только я. Остальные там. И вообще если там за азовцев вспоминают, за морпехов вспоминают, то за оборонцев Чернигова вообще тишина. Вкотре закликаю вас не забувати, що багато наших співвітчизників досі знаходяться в російському полоні. Кожен прожитий день там – це справжнє пекло. Тому, будь ласка, вподобайте це відео, поширте його, аби якомога більше людей дізналися правду. Приходьте на акції в підтримку українських полонених і просто не будьте байдужими. А якщо ви хочете сказати звичайне дякую Олександру, це можна зробити прямо зараз. Я відкриваю банку на його лікування, тому що поки ми робили це відео, він знову потрапив до лікарні, попереду чергова невеличка реабілітація, це все час і це все немаленькі кошти. Тому давайте йому допоможемо.